Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать игрушку на елку олененок. Эта игрушка вяжется очень быстро и расходуется малое количество пряжи. Для работы нам потребуется пряжа бежевого, коричневого и красного цвета. И крючок номер 2,5. Для начала работы берем бежевую пряжу, набираем цепочку из 4 воздушных петель и замыкаем в кольцо. Первый ряд. 3 воздушные петли на подъем. Делаем накид и в центр кольца протаскиваем нить и провязываем столбик с накидом. В этом ряду у нас в первом ряду должно получиться 14 столбиков, а так как петли подъема также считаются за столбик, то мы провязываем 13 столбиков с накидом. Заканчиваем ряд, соединяемся с петлями подъема. Вот такой круг у нас должен получиться в первом ряду. Второй ряд. 3 петли на подъем. В эту же петлю провязываем столбик с накидом. Во втором ряду делаем прибавки, провязываем в каждую петлю по 2 столбика с накидом. Всего во втором ряду у нас должно получиться 28 столбиков. Заканчиваем ряд соединительной петлей с петлями подъема. Третий ряд. 3 петли на подъем. В эту же петлю провязываем столбик с накидом. Далее провязываем 7 столбиков с накидом в одну петлю 1 столбик. В последнюю петлю провязываем 2 столбика с накидом. То есть получается, мы в первую петлю сделали прибавку, провязали 7 столбиков с накидом и затем в последнюю петлю провязали 2 столбика с накидом. Теперь вяжем ушки. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. Далее работу вот так разворачиваем. Во вторую от крючка петлю, сейчас покажу, вот первая, вот вторая. Вот в эту вторую петлю провязываем столбик без накида. В следующую петлю столбик. Далее провязываем 10 столбиков без накида. Набираем 4 воздушные петли. Во вторую от крючка петлю, первая, вторая, провязываем столбик. В следующую петлю снова столбик. И теперь у нас здесь осталась последняя петля, 11-я, мы в нее продеваем крючок и делаем соединительный столбик. Вот так у нас должно получиться. Сейчас бежевую ниточку отрезаем, будем вязать рожки. Теперь берем коричневую пряжу и набираем цепочку из 11 воздушных петель. Во вторую от крючка петлю, вот это первая, вот это вторая, провязываем столбик без накида. В следующую петлю еще один столбик, в следующую петлю столбик. Теперь набираем 1, 2, 3 цепочку из 3 петель, во вторую от крючка петлю, вот это первая, вот это вторая, провязываем столбик. Следующую вот в эту петлю также столбик. Теперь в основании вот этого столбика продеваем крючок и провязываем петлю. Вот так. И теперь нам нужно далее по цепочке из воздушных петель провязать столбики.
Таким образом мы сейчас связали рожки нашему олененку. Таких нужно связать 2 детали. Пряжей красного цвета будем вязать нос. В кольцо амигуруми нужно набрать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем в кольцо. Соединительная петля с первым столбиком. Одна петля на подъем. И теперь в каждую петлю провязываем 1 столбик без накида. Во втором ряду у нас 6 столбиков. Сейчас вот так выворачиваем. Соединение с первым столбиком. Все, носик у нас готов. Таким образом, сейчас ниточку отрежем. И таким образом у нас есть голова, носик и рожки. Сейчас все это пришиваем. И нужно будет либо приклеить глазки, если они у вас есть, либо, может быть, какие-то бусинки пришить. Вот такие очаровательные оленята у нас получаются. Не забудьте сделать веревочку для того, чтобы повесить игрушку на елку. Можно ее сделать любым цветом. Я сделала одну красную, одну бежевую. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!